человеке все должно быть прекрасно. Необходимо народ просвещать для большей привлекательности. Возникают взаимные претензии. У меня совсем другое понимание. Спор с двумя почтенными матронами. Сцена была запоминающаяся. Я думаю, что ничего плохого в этом нет. Здравствуйте, дорогие снобы, я Виктор, и добро пожаловать на мой канал «Петербург для снобов», где я посещаю различные петербургские театры и делаю обзор спектаклей, которые идут в этих театрах. А кто я вообще такой, чтобы рассказывать вам про театры? Ты кто такой? Откуда ты взялся? Я ни по образованию, ни по сфере своей деятельности не имею никакого отношения к театральному искусству или актерскому искусству, или к театральному делу. Я просто человек, который любит читать и который с недавнего времени полюбил ходить в театры. И я заметил, что в нашей культурной столице практически никто не снимает видео и какие-то обзоры о театрах. Поэтому я решил, что я займусь этим благодарным делом, поскольку необходимо народ просвещать, окультуривать и прививать любовь к театру и вообще в целом к культуре. Поэтому я и буду ходить по театрам за вас и выбирать наиболее стоящие спектакли из всего изобилия, которое нам здесь предлагают. Сегодня мы идем на драму, а может быть комедию «Дядя Ваня» по пьесе Чехова в театр имени Миронова на Петроградке. Это относительно новый театр и назван в честь Миронова, я думаю, он просто так, для большей привлекательности. Пару слов о пьесе «Дядя Ваня» Чехова. Краткое содержание ее. Это так же, как и в «Трех сестрах», провинция, поместье дворян. В этом поместье живет молодая девушка Соня вместе со своим дядей, братом ее покойной матери. И к ним в поместье приезжает ее отец, который был профессором университета, но теперь он в отставке. И он приезжает к ним вместе со своей молодой женой. И в результате между персонажами завязывается любовный треугольник, а может быть даже многоугольник. Возникают взаимные претензии, возникает взаимное недовольство. И в конце концов пьеса приходит к развязке, но развязке в чеховском смысле. То есть принципиально в их жизни ничего не меняется. Как и другие известные пьесы Чехова, она хороша тем, что она рассказывает о нашей жизни, о том, как делаются дела. Собственно, мы с легкостью можем найти там себя, свои какие-то пороки и достоинства, недостатки. И в отличие от «Трех сестер», здесь главная мысль такая, что если вы живете не свою жизнь, вы живете жизнь за кого-то другого или ради чего-то чужого, то вы так просто-напросто потратите свою жизнь впустую и в итоге будете обвинять всех и вся в своих неудачах и в том, что ваша жизнь пошла насмарку. А также именно из этой пьесы пошла знаменитая крылатая фраза Чехова, что в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Поэтому данная пьеса, она очень терапевтична, может быть, для вас, если вы прочитаете и посмотрите ее с чувством, с толком, с расстановкой. Я не знаю, чего ожидать от сегодняшней постановки, но я надеюсь, что там будет что-то стоящее. Все, хватит предисловий, давайте отправимся сейчас на Петроградку и выясним, чего же артисты театра имени Миронова могут нам показать, чтобы мы восхитились. Господа, у нас закончился первый акт, сейчас антракт. В целом я расскажу впечатления потом, но могу сказать пока, что сцена здесь небольшая, и зал тоже средний, но это, наоборот, создает некоторое камерное настроение, камерную атмосферу.
в вестибюле театра. Очень много фотографий актеров и лиц, причастных к театру. Тут можно часами, я думаю, ходить и изучать это все. Это интересно, поэтому тут в антракте не заскучаете, даже если не идете в буфет. Итак, друзья, теперь расскажу впечатление о спектакле. Мне спектакль скорее понравился, чем не понравился. Его никак нельзя назвать классическим, поскольку и костюмы, и реквизит были вполне себе экспериментальные. Не могу сказать, что мне зашел этот эксперимент, но надо признать, что он был сделан профессионально и имеет право на существование. Актеры играли профессионально. Мне больше всего понравился герой профессора Серебрякова в исполнении Николая Дика. Но вот дядя Ваня, то есть Войницкий, мне совершенно не зашел. Из него сделали какого-то придурковатого алкаша. У меня совсем другое понимание этого персонажа в пьесе «Дядя Ваня». И в целом прочтение Чехова здесь не было не близко. Было слишком много шуток про алкоголизм, хотя какой-то части публики это зашло, люди многие смеялись. Ну, здесь, что называется, кому что больше нравится. А надо признать, что кульминация пьесы — это третий акт. Если вы читали, то вы понимаете, о чем я говорю. Была сделана хорошо. Не отлично, не восхитительно, просто хорошо. Было создано напряжение, не без помощи технических средств, но, тем не менее, сцена была запоминающейся. И это было, пожалуй, одно из самых ярких мест в спектакле. Но многие другие драматические диалоги, особенно монологи, были либо превращены в фарс, либо были проговорены скороговоркой, так что не ощущалось практически никакой драматургии. И это очень печально. Итак, какой вывод? Вывод у меня будет весьма неоднозначный. Если бы в Петербурге шел бы классический «Дядя Ваня» в каком-то другом театре, то я бы порекомендовал пойти лучше на классическую постановку. Но так как данный спектакль был наименее не классический, поэтому можете сюда тоже сходить, если вы уже посмотрели другие пьесы Чехова. Я думаю, что ничего плохого в этом нет, хотя, конечно, я ожидал нечто другого. Кто-то может возразить: Виктор, а в чем проблема с экспериментальными постановками? Почему они плохи? И у нас вышел спор с двумя почтенными матронами в театре. Они вот что заявили. А в чем смысл 20-й раз ходить на одну и ту же постановку? Хочется же посмотреть что-то новое, увидеть какие-то новые смыслы, прочувствовать новые прочтения. И я бы, наверное, даже согласился, если бы действительно уже 20-й раз смотрел «Дядю Ваню», уже был искушен в различных постановках, в различных театрах. Но для тех людей, кто только начинает приобщаться к театру, я думаю, что стоит начинать с классики, поскольку человек неподготовленный придет на экспериментальную постановку, и, возможно, у него такая постановка вызовет отторжение, и он больше не захочет, в принципе, ходить в театры, особенно если это школьники. Например, Пятую симфонию Бетховена, наверное, можно сыграть на электрогитаре и синтезаторе, но почему-то большинство оркестров по всему миру каждый год исполняет ее именно в том антураже, который написал Бетховен. И ничего, никому не надоедает ходить на эти концерты и слушать исполнение Бетховена именно в классической интерпретации. Также и с театром. В том-то и прелесть, что, сохранив классический антураж, можно открыть какие-то новые смыслы, новые прочтения и восхитить публику. Я считаю, что это наиболее правильный подход. Хотя, конечно, это мое обывательское мнение. Возможно, люди, которые более искушены в театрах, могут со мной поспорить. Если у вас мнение другое, то обязательно напишите об этом в комментариях. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарии, что вы думаете, какие спектакли вы предпочитаете, классические или экспериментальные. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. На этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до скорых встреч и до новых спектаклей. Что меня снимай. Здравствуйте, дорогие снобы. Добро пожаловать. Твою мать. Я думаю, что эта информация вам будет полезна, по крайней мере, в ближайшее время. Твою мать.
твою мать. Я вдруг обнаружил, что в нашей культурной столице, которая изобилует различными театрами, женщина идет молодая. А мы ее сейчас пропустим и продолжим. Нормально? Сейчас девочки пройдут, и мы продолжим. Не дают нам снимать.